Итак, всем привет! Сегодня мы сделаем вот такой вот бот-консультант, автоответчик с помощью библиотеки Python Telegram Bot и 10 минут свободного времени. Этот бот позволит вам зарабатывать деньги на Python, не выходя из дома, даже если сейчас ваш уровень программирования равен нулю. И это не сказки, потому что вот откуда берутся ваши деньги. Ваши деньги — это решенные проблемы других людей. А у других людей всегда есть две проблемы. Проблема номер один — это нехватка времени, и проблема номер два — это нехватка денег. И если второй мы можем восполнить, имея в том числе больше времени, то первый вернуть невозможно. А это значит, что каждый человек хочет иметь больше свободного времени. Именно для этого нанимают секретарей, ассистентов и помощников. Но их зарплата в месяц составляет от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Наш бот сможет сэкономить и работать на самом дешевом сервере. А за его написание вы можете взять от 5 до 15 тысяч рублей. И вот что вам нужно сделать. Первое. Найти человека, которому его можно предложить. Второе. Предложить. Для этого вы можете воспользоваться нашими уроками из мини-курса БПР и формулой продающего текста. Заберите его у нашего бота внизу в описании. Третье. Получить 8-9 отказов и одну продажу. Четвертое. Выполнить. Пятое. Положить в свои кейсы. Кстати, если вы хотите сделать Python стабильным источником своего заработка, переходите в бота в описании, он все расскажет. Кстати, ближе к концу этого видео я расскажу о том, кому больше всего нужна такая услуга прямо сейчас, поэтому не переключайтесь. Итак, поехали. Создадим своего первого бота. Для этого перейдем в бот Fuzzer, выберем команду NewBot, дадим ему название и потом приписываем бот в окончании. Копируем токен, он понадобится позже. Открываем PyCharm, устанавливаем библиотеку, код будет прописан на нашем сайте. Можете скопировать его по ссылочке в описании. Далее импортируем все необходимые модули. Теперь создаем первую функцию старт. И теперь наша задача создать варианты ответов по ключевым словам. У меня будут свои, а вы можете создавать свои списки в зависимости от того, кому вы делаете бот и какие услуги он предлагает. В начале функции мы сообщаем о том, что будем переводить все ответы в нижний регистр, а также получать имя пользователя. Теперь создаем список для приветственных сообщений и создадим второй список про деньги. Во второй список положим уже слова деньги, денег, баксы, баксов, тугрики. Теперь наша задача состоит в том, чтобы проверять, есть ли в сообщении пользователя одно из этих слов. Для этого напишем следующий код. Дополняем условие elif на другой список. Если в вашем случае таких списков больше, просто продолжайте дублировать их с этим условием. Если же не подходит ни под один список, то создаем блок else, в котором указываем следующие параметры. Теперь определяем функцию, которая будет все это запускать. Создаем def-main, создаем переменную API с нашим токеном, полученным от бота. Создаем хендлер, который будет запускать нашего бота и вызывать команду startHandler. Правим ошибки и добавляем функцию, которая будет отрабатывать полученные в бота сообщения. После этого вы можете протестировать вашего бота, отправив ему несколько сообщений, а мы переходим ко второй части и прицепляем к нему клавиатуру. Напомню, что клавиатура — это список со списками. На первой строке у нас будет две кнопки, а на второй одна. Сейчас я не буду создавать клавиатуры под каждое условие, просто задублирую ее. Вы же сможете создавать любое количество клавиатур для вашего клиента или себя. Сейчас наша задача понять, как их делать. А если вы хотите углубиться в разработку, добро пожаловать в наш канал, ссылка в описании. Сейчас мы можем зарегистрировать хендлеры под кнопки. Да, PyCharm выдает ошибки, потому что пока мы не создали функции, которые вызываются этими кнопками, но это не проблема. Давайте создадим функции под каждую из созданных кнопок. Каждая из кнопок может вызывать либо функцию, либо отправлять нам какие-то данные. В данном случае это будут кнопки, которые будут высылать текстовые сообщения. Вы же можете публиковать ссылки на каналы, текстовые сообщения, ссылки на продукты и себя лично, если у человека остались нерешенные вопросы. А теперь о том, кому может понадобиться такая услуга.
Любому эксперту, психологу, коучу, эзотерику, но у них нет денег. Да даже вам, как успешному программисту, у которого каждая минута на счету. Как продать эту услугу? Вы уже знаете математику, а сам эксперт знает о том, сколько времени он теряет, отвечая на одни и те же вопросы, потому что вопросы к эксперту всегда задаются одни. Готов ли он будет воспользоваться помощью ассистента, если тот не требует денег и не ноет? Конечно, да. Напишите продающий текст, разошлите своим знакомым, разместите на своей странице и пригласите человека на консультацию, где сможете рассказать ему о всех плюсах обладания таким инструментом. Для того, чтобы написать продающий текст, воспользуйтесь нашим мини-курсом БПР у нашего бота, либо возьмите формулу, которая вам нравится. До скорых встреч, дорогие друзья!